Привет! Вы на канале Усадьба Вегетарианца и с вами Анастасия. В сегодняшнем видео я покажу вам, как проходит утро в деревне. Самое первое и важное дело – это растопить печку. Ребята! Маша! Подожди! Вова! Маша! Подожди! Маша! Рома! Семен! Зеленый! Вот твоя. Ставим чайник на плиту. Очень удобно. На одной комфорке всегда вода с горячей водой, а на другой я что-либо готовлю. Такое тоже бывает. Теперь очередь собак. Сегодня у нас будет сухой корм с консервами. Рома! Рома! Эти субпродукты я летом готовила в автоклаве. Очень удобные консервы, потом их можно хранить при комнатной температуре. Тут есть только одна незадача, что коты их тоже любят. Рома, 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 ты ел уже. Барс,
Все культурные и воспитанные, друг другу еду никто не отнимает. Барс. Красавчик. Красавчик. Барс. Ах, вкусно, да? Вкусно, Барс? Вкусно. Зея. Зея, кушай, кушай, кушай. Давай, давай, давай. Ешь, 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 ешь. А то тут есть желающие. Герда? Герда уже поела. Герда ест секунд за 10. Вот Зеечка. Из-за нарушений психики она начинает таскать свою миску и теряет корм по дороге, которые тут же подъедают. О, Зей! Заюш! Молодец, осталось без завтрака. Молька у нас долго ест. Моль, давай быстрее, быстрее, доедай, скорее, скорее, ешь. Давай, 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 давай. Кто тут? Девочки, доброе утро. Доброе утро. Катя? Кать, как спалось? Стрела там внизу. Доброе утро, курочки. Ой, спасибо за яичко. Завтрак. Сейчас будет завтрак. Одним. Давай, давай, ешь, 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 ешь. Сегодня не холодно, откроем им окно, чтобы так не потели. Достанем яйцо. Вот насчет яиц кто-то начал нести такие гигантские яйца. Меня это беспокоит. Надо будет спрашивать ветеринара, почему. Ну, потому что, представляете, как тяжело вот такое, ну, где-то это в 1,5 раза больше, чем обычное яйцо, и насколько тяжело его снести. То есть просто для курицы это может закончиться летально. Буду спрашивать ветеринара, вот уже несколько дней наблюдаю вот такие вот яйца. Сейчас Катюша будет кушать. Сейчас, Катюш. Подожди чуть-чуть. Стрела встала, молодец. Сейчас. Чуть подождите. Сейчас расставим миски. Да. Ну, кто кричит? Идите есть. Нява, давай. Нява, иди ешь. Няв. Значит, не голодный.
Стрела, это Катина миска. Стрела, давай ешь свое. Катя, иди. Иди ешь. Эти две малышки едят у нас под палатями для того, чтобы у них не отнимали еду. Потому что их все гоняют. Вот дальняя коза, такая кремового оттенка, нявка, я ее взяла без мамы. То есть ее мама осталась в хозяйстве, где я покупала коз. И за это ее гоняют. В общем, когда козленок растет без мамы, это плохо. Ее обижают, отнимают еду, и некому ее защитить. Ну, а рядом с ней козочка, она слабенькая, изначально с детства была болявая, и ее мама ее никак не защищает. Ну, можно сказать, естественный отбор. Но ничего, мы приспособились. Вот так питаемся, наедаемся. Вот ее мама, ночка, спокойненько себе ест. И сейчас даже она не дает еду уже старшей своей дочке. Ой, старшей. Дочке, которая здоровая и крупная. Тоже гоняет от своей миски. Все, дети выросли. Питайтесь как хотите сами, называется. Ну, а здесь у нас ест белка слева. И ее дочка Златка. Помесные альпийские козы. Но пока козы завтракают, я приступаю к дойке. Мое ведерко. Для гигиены вымени я использую одноразовые салфетки. Очень удобно. Мне о них подсказала заводчица, где я покупала своих коз. То есть на одну дойку, на одну козу идет одна салфетка. Они смягчают кожу, не сушат, смягчают. И я покупаю салфетки с дезэффектом. Все же лучше, чем водой. Вот, кстати, моя коза Стрелка, которая дает девичье молоко. То есть ее ни разу не покрывал козел, и у нее не было козлят. Одной рукой неудобно. Сейчас я попробую, конечно, показать. Вот утренний удой Стрелки. Ну, здесь где-то стакан, может, миллилитров 300. Как я говорила, она в сутки дает пол-литра. Кто-то скажет, что это невыгодно, но нужно не забывать, что отец у нее камерунский карликовый козел, то есть она полукровка от карликовой козы, ой, от карликового козла. И я считаю, что когда мы живем на своей земле и имеем возможность заготавливать сено, не покупать его, а также у меня есть в планах, конечно, пока в очень далеких, а может и недалеких, это выращивание овса для коз, то содержание такой козы будет зависеть только уже от наших физических усилий и желания работать. Ну, а ценность этого молока лично для меня очень большая, потому что при получении такого молока, полноценного козьего молока, не пострадало ни одно животное. То есть не рождались козлята, их не убивали, не сдавали на мясо. Живет себе коза и радуется жизни. Ну, а то, что я ее даю, я считаю, что это ее работа. Я ее кормлю, взамен она мне дает молоко. Одной рукой не очень удобно и показывать, и снимать.
Ну вот мой утренний удой. Это молоко я отдам сегодня соседям, потому что мне молока хватает. Переработки я делаю мало, в основном творог делаю, иногда сыр мягкий. Ну, если честно, мне сейчас особо нет времени на переработку. Это все на потом. А чтобы молоко не пропадало, соседям отдаю. Им нравится, они из него кашу обычно варят. Звери сыты, пора подумать и о завтраке для себя. У меня сегодня на завтрак будет омлет. Яйца наши вегетарианские, неоплодотворенные. Козье молоко. Я чуть-чуть добавляю пшеничной муки грубого помола. Ну вот, все утренние дела завершены, можно сесть позавтракать. Вам спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.